Всем привет! Вы на канале Креативный слой, с вами Ксюша и Миша. Всем доброго дня! В этом ролике будет имитация плитки, которая подойдет для влажных помещений, таких как ванная, либо в зону фартука на кухне. Немножко про основание? Нет. Основание под такой декор должно быть пористое, хорошо держащееся, плотное, не милящее. Если у вас меловая, либо побелка, либо шпаклевка плохо держится, ее необходимо удалить полностью с поверхности. Если у вас плитка кафельная, ее тоже необходимо удалить с поверхности. Далее приступаем к выбору самой шпаклевки. Шпаклевка нужна будет влагостойкая, это либо цементная, либо акриловая. У меня вот такая вот акриловая влагостойкая шпаклевка торговой марки Tex. Также можно использовать фасадную шпаклевку. Также потребуется пленка. Пленка желательно, чтобы она была прозрачная, либо полупрозрачная, чтобы под ней было видно рисунок. Использую скатерть прозрачную, которую я нарезала на прямоугольнике 24 на 48. Также можно использовать, к примеру, пленку для ламинации. Она продается уже нарезанная, формата А4, но она будет чуть поменьше, чем та плитка, которую я делала. Следующий этап у нас колеровка самой шпаклевки. Цвет я буду использовать основной белый и к нему серый и бежевый. Вы можете использовать те цвета, которые вам нравятся. Для начала необходимо затонировать первый цвет серый. Его я буду тонировать черным пигментом и оранжевым, чтобы получился теплый серый оттенок. Для влажных помещений лучше всего использовать либо цементный материал, цементные шпаклевки. Если у вас нет времени ждать, пока она полностью высохнет, то можно использовать готовые акриловые влагостойкие. То есть, к примеру, это прямо вот будет написано влагостойкая шпаклевка, либо на ней будет написано фасадная шпаклевка. То есть они могут быть в готовом виде, в ведерке продаваться, к примеру, белого цвета. Они вполне подойдут для использования во влажном помещении. Но здесь тоже очень важно ее сверху гидроизолировать, чтобы эта шпаклевка была сверху чем-то покрыта, либо краской, которая подходит под прямое воздействие воды. Лак эпоксидный подойдет, краска эпоксидная подойдет. То есть то, что сделает ее сверху крепкой. Серый цвет сделали. Далее приступаю к следующему оттенку, к бежевому. Я его составляю из коричневого и охры. Охру добавляю я поменьше, он не был такой слишком желтоватый оттенок. Ну, перемешиваю. Соответственно, если он у вас получается слишком темный, то можно разбавить с белой шпаклевкой. Вот. Если добавлять просто коричневый оттенок без желтого, как правило, они дают красноту, то есть более красно-коричневые пигменты сами по себе. Поэтому охра всегда делает его более теплым, менее розовым цветом. В дальнейшем для удобства шпаклевку необходимо переложить в маленькие пакетики. Использовать необходимо очень плотные пакеты, чтобы они не рвались. Я использую вот такие. Это для заморозки продуктов. Далее необходимо на поверхности разметить нашу будущую плитку. Делать я это буду при помощи лазерного нивелира и обычного белого мелка. Ну что, дорогие мои, мы расчертили плитку. Далее приступаем к созданию самой плитки. Беру пленку и на нее накладываю для начала белую шпаклевку. Делаю я это вот таким образом, шпателем, примерно около 100 грамм. Необходимо будет положить белой шпаклевки, но основного цвета. Так в общей сложности у вас должно быть где-то 100-150 грамм на плиточку. Далее беру нашу заготовку в пакете и обрезаю кончик. Выдавливаю небольшое количество. Бежевый и также черный. То вот так. Что я немножко добавлю. И делаю такой легкий недомес. Вот таким образом, то есть чуть-чуть перемешиваю с белой. То есть где-то должно оставаться больше белых мест, а где-то вот именно такой с примесью переходный цвет. Так, и распределяю, ну, примерно так,
не очень сильно, не по всей плоскости. Распределила. Далее делаю вот такое движение. То есть чуть-чуть ее приминаю. И можно оставить вот таким вот образом. С первой заготовкой закончили. Можно сделать еще таких несколько штук. То есть 5-6 вполне можно, пока шпаклевка под пленкой сохнуть не будет. И для вас достаточно комфортное будет нанесение. Делаю следующее. Также наношу шпаклевку белую. То есть то же самое количество. То есть примерно зрительно можете отмерять. Можете на глаз, как я, делать. Чтобы было примерно одинаковое количество шпаклевки. Можете рисунок делать разнообразный. То есть, к примеру, какую-то плитку сделать более бежевой, а другую, к примеру, более серой. И делаем недомес. Недомес у меня будет таким образом располагаться. То есть, в принципе, можно делать прожилки как вертикальные, так и горизонтальные. Таким образом, я сделала 5 заготовок. Также потребуется нам вот такой валик для прикатки обоев. Можно пошире использовать, можно такой узкий. Если нету валика, можно воспользоваться обычным шпателем. Главное, чтобы у него были скошенные края. Так, и приступаем к тому, что начинаем плитку нашу приклеивать на поверхности. Делаем это вот так. Разводим в разные стороны шпаклевку. И за верхние края начинаем приклеивать. Лучше начинать это с центрального ряда, то есть двигаясь в разные стороны, чтобы центр был более симметричный. Приложила и начинаю его слегка выравнивать, чтобы оно было ровно именно относительно нашей разметки. Так, все приложила и начинаю его разглаживать. Беру я валик и разглаживаю в разные стороны. В одну сторону, таким вот образом, потом в другую. Да, если вот так вот вам мешают эти края, то можно слегка их приклеить. Центр растягиваем вверх, вниз, аккуратненько, по чуть-чуть, тут спешить некуда. Шпаклевка не высохнет достаточно долго под пленкой, поэтому времени вполне достаточно для того, чтобы раскатать и сформировать рисунок под пленкой. Где-то, если будет выползать за линии, тоже ничего страшного, шпаклевку можно убрать. Вам главное сформировать рисунок под, так сказать, под пленкой, под плиткой. Заканчиваю с первой плиткой. Даже если где-то вылазит из-под плитки, ничего страшного, так оно и должно быть. Вам главное заполнить все расстояние под плиткой, то есть чтобы не было никаких пустот, чтобы рисунок был сформирован целиком по всей плоскости плитки. Так, дотянули краешки и можно приступать к следующей плитке. Также начинаем ее с нанесения, приклеиваем. Таким же образом. Так. И приклеиваю стык. Ну, делаю с небольшим таким зазором, где-то в миллиметр. То есть здесь можно ширину шва сделать прям совсем минимальную, либо совсем без швов плитку расположить. И начинаю ее также подглаживать из центра в разные стороны. Сначала вдоль, потом вверх-вниз, либо по диагонали, смотря куда я хочу вот эти прожилки растянуть. Начинаю вытягивать вверх. Получается такие, как бы у нас получилось предыдущее горизонтальное направление, это будет в вертикальном направлении располагаться вот на рисунок прожилок. Можно также делать несколько оттенков, к примеру, будет очень интересный такой эффект прожилок создаваться, именно такой вот рисунок очень контрастный можно сделать. Можно наоборот использовать какие-то смежные тона, смежные оттенки, к примеру, только оттенки серого.
После того, как наклеили несколько плиток, необходимо сделать шов. Шов я буду делать при помощи шпателя, то есть тонкого шпателя. Если пошире хотите швы, то их можно сделать при помощи плоской отвертки. Беру что-то типа линейки, можно правило взять. Прикладываю к шву. Вертикально или горизонтально первые делать, это не важно, то есть тут как вам удобно. И вот таким образом прочерчиваю. Шпаклевка там уже подстывает в швах, но ее можно с усилием туда продавить. И также горизонтальную. Приступаем к следующим заготовкам. Здесь я хочу сделать более светлую плитку, поэтому и заготовка, и недомес в ней тоже более светлый. Да, такого она. Такой несложный способ, при этом очень ровная поверхность здесь не нужна. Перепады где-то в районе 2-3 миллиметров шпаклевка вполне себе закроет. Так. Можно сначала разгладить ее, потом слегка эту пленку уже подогнать под нужный, так сказать, нужный размер. Если шпаклевка вот таким образом вылазит, ее собираете шпателем и можно доложить под пленку уголочек. Вверх дотянули. Далее плитку необходимо чуть-чуть сместить вниз, так как она вот вышла наверх слишком сильно. И вот таким вот образом я ее слегка стягиваю. Здесь тоже снимаем излишки, можно где-то дошпаклевать. И чуть-чуть вдавливаю, чтобы с краев она, вот видите, она вылазит. И можно ее как раз перемещать также шпателем. То есть если нет валика, то можно именно шпателем это делать. Сглаживать шпаклевку. Так. Убрали лишнюю шпаклевку. И можно приступать к нанесению следующего кусочка. Так, и таким образом я его здесь совмещаю. Так, с центра в разные стороны. Отлично. И далее вот так вот сверху вниз стягиваем. Если в разные стороны двигать валиком, то получается вот такой вот очень интересный рисунок. После того, как сформировали все плитки, необходимо дать шпаклевке высохнуть в течение 6 часов. И начинаем снимать пленочку. Аккуратненько
Смотрим, что снимаем. Шпаклевка до конца под пленкой не высохла, поэтому мы пленочку сейчас снимем, а после дадим еще шпаклевке досохнуть. Такой результат у нас получился. После того, как мы дали полностью еще шпаклевке высохнуть, но уже без пленки, остается небольшой такой вот рельеф, углубление, который очень сильно напоминает натуральный камень. Если вы не хотите, чтобы у вас оставались эти углубления, тогда необходимо дать шпаклевке полностью высохнуть под пленкой. То есть пленку снимаете не раньше, чем сутки или двое пройдет. То есть трогаете вот так поверхность, если шпаклевка под ней еще мягкая, значит оставляете еще сохнуть. Вот. И только уже после высыхания шпаклевки можно наносить эпоксидную смолу. Эпоксидку я буду использовать оптически прозрачную, которая не дает оттенка желтоватого, и добавлять в нее серебристую пудру. Также для нанесения эпоксидной смолы лучше использовать вот такой велюровый валик. Выбирайте недорогой, так как он по сути получится одноразовым. То есть один слой нанесли, и потом можно его выкидывать. Чтобы лишний ворс с него не оставался на поверхности, необходимо при помощи скотча, обмотав валик, удалить весь ненужный ворс. И в обратную сторону отдираем. И вот этот вот пушистый ворс, который не держится в валике, он остается на скотче. Развожу эпоксидную смолу. Развожу где-то порядка 70 грамм на квадратный метр. То есть это все вместе. 70 грамм это и эпоксидка, и отвердитель вместе. Главное четко развести 1 к 2. Одна часть отвердителя и 2 части эпоксидной смолы. Добавляю туда серебристую пудру. Можно добавить блестки, можно, как я, пудру. Пудра имеет более такой нежный блеск, более будет однородный. А если блестки, то, соответственно, они будут блестеть все по отдельности. Переливаю в ванночку. Либо можно использовать вкладыш для ванночки. Убираю на валик. Наношу аккуратно, слишком сильно стараюсь ее не пузырить. Не провожу очень быстрые движения, не делаю, чтобы не вызывать слишком большое количество пузырей в эпоксидке. Переход. Время работы с эпоксидной смолой около часа. Но может она застывать чуть побыстрее, если у вас очень жарко в помещении. И по поводу выбора эпоксидной смолы. Обращайте внимание, что указывает производитель. Чтобы эпоксидка была не густая, а именно жидкая. То есть той консистенции, которую удобно наносить на вертикальную поверхность. Если выберете густую, то тогда рассчитывайте, что расход у нее будет больше. После того, как высохнет первый слой, необходимо будет дублировать и нанести второй спустя сутки. Здесь уже покрытие в 2 слоя эпоксидной смолы. Небольшой блеск он есть, но такой не сильно заметный. Более значительно стала просвечивать подложка, то есть тот цвет, который был изначально. Поэтому, если не хотите такой эффект получить у себя на стенах, нужно либо шпаклевку белую, то есть чтобы основание белая шпаклевка у вас была, либо же окрашенная в белый цвет просто краской, либо белый кварцевый грунт использовать. В принципе, можно сделать глянцевый, такой больше глазурованной поверхность, но при этом нужно будет дать полностью высохнуть под пленкой рисунку, и он так и останется. То есть пленку вы уже снимаете, и на пленке практически ничего не остается, потому что шпаклевка уже высохла, то есть питалась влага из нее в основание стены, она вышла именно вовнутрь. Этот вариант не подойдет для плитки, не подойдет на бетоноконтакт, потому что бетоноконтакт не пористый, в него шпаклевка
через него сохнуть не будет, так же, как и плитка будет препятствовать тому, чтобы высыхала поверхность. Подойдет это на оштукатуренную, на позагребневые плиты, цементную штукатурку, на бетонные поверхности. На это подойдет. То есть мы здесь показали вам на видео, как она получается, если на темную поверхность. То есть шпаклевка, вот где тоненький слой шпаклевки был, он эпоксидкой хорошо именно пропитывается и становится светлее. И по этой причине виден цвет основания, цвет подложки. Он был у нас черный, поэтому у нас в углублениях темно-серый цвет получился. Если хотите, чтобы поверхность более была однородная, более белая, то окрашивайте поверхность в белый цвет. И только после этого делайте из шпаклевки плитку. Мне нравится эта техника, то, что вблизи она очень интересно смотрится, когда приглядываешься. Да, как правило, мы как раз-таки рассматриваем все вблизи. То есть, если мы делаем вариант для ванны, они, как правило, небольшие, то есть, 1,5-2 метра, если вот стандартные квартиры смотреть. Все вблизи, мы смотрим все это вот буквально полметра, там где-то 30 сантиметров, 20. То есть должно быть приятно именно глазу, чтобы глаз зацеплялся, чтобы видно было какие-то мелкие детали, мелкую фактуру. Вот эта детализация. Я фотографии сделаю в макро очень близко и выложим их в Инстаграм. Можно там будет посмотреть. Да, поэтому подписывайтесь на Инстаграм. Там всегда мы выкладываем фотографии работ. Фотографий, как правило, несколько и в хорошем качестве. Сегодня будем прощаться, наверное. Да, будем прощаться. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока. Всем удачи и здоровья. Крыша может потечь. Q2, да, Q2. Q2. Крыша может протечь и... Меньше хватит, да, Q2. Немножко про основание. Нет. Нет. Правильно? Нет. Почему? Чего ты странные такие вопросы задаешь? Вообще дурацкие. Какие Ксюша, новые обои?